Добро пожаловать на наш канал, и сегодня поговорим о любовных историях знаменитых художников, про которые они сами предпочли бы не вспоминать. Художники, как представители творческой интеллигенции, часто бывают людьми, тонко чувствующими и эмоциональными, с холодным сердцем бы не смогли бы написать многие свои шедевры, а потому часто попадали в различные любовные истории, часто достаточно неприятные для них самих. Подливала масло в огонь и публика. Если художник пишет картину с обнаженной натурщицей, то наверняка любовница, а личную жизнь некоторых знаменитых живописцев обсуждали куда охотнее, нежели их картины. Достаточно вспомнить мастера перформанса Сальвадора Дали. Его высказывания и нестандартные поступки зачастую обыватели обсуждали больше, нежели сюрреалистические картины художника, поскольку те им зачастую были совершенно непонятны. Но Дали так усердно работал на свое имя, что в итоге имя стало работать на него. И под конец жизни, когда он уже стал писать меньше, его материальное положение только улучшалось. Однако, многие художники, помимо своей боли, оказались вовлеченными в достаточно неприятные для них истории, часто даже скандальные и наносящие урон их репутации. О них и поговорим в этом видео. Неудачная бретелька. В 1884 году художник Джон Сингер Сарджент представил на парижском салоне картину «Мадам Икс». Моделью послужила очень красивая дама Вирджин Готро. За возможность написать ее портрет художники были готовы на многое и выстраивались в очередь ради ее позирования. Сарджент предложил Вирджинии написать портрет, и та с радостью согласилась, поскольку тот уже был достаточно известным художником, а ее изображение на выставке, пусть и под анонимным именем Мадам Икс, должно прибавить известности и получить доступ к высшему свету, куда она давно мечтала пробиться. Ради пущей пикантности Сарджент уговорил Готро позировать в платье со спущенной бретелькой. И вот это как раз была и большая ошибка. Посетители парижского салона подобный шаг не оценили. Как может благовоспитанная дама позировать в таком виде перед художником? Наверняка их связывает что-то большее, нежели чисто деловые отношения модели и художника. Досталось и Готро. Ее портрет называли воплощением пошлости и безвкусия. Про высший свет пришлось на время забыть. Сам Сарджент со стыдом уехал из Парижа. Картину он спрятал в самый дальний чулан, правда позднее переписал ее, вернув бретельку от платья на место. Но время все расставило по своим местам. Впоследствии именно портрет мадам Готро он называл своей лучшей картиной, а 30 лет спустя продал ее в Метрополитен-музей. И картина действительно образец элегантности и красоты. Жаль только, что вначале из-за нее было потрачено столько нервных клеток как Сарджента, так и Вирджинии Готро. Кукла вместо любимой женщины. Австрийский художник Оскар Кокошка до безумия влюбился в австрийскую деятельницу искусств и музу творческих людей Альму Малер. Страсть эта была всепоглощающей, на грани безумия. Художник написал ей сотни писем, неустанно рисовал ее портреты. Но Альме надоели столь бурные проявления чувств, она устала от них и потому разорвала с Оскаром отношения. С горя тот отправился на Первую мировую войну. Был там тяжело ранен, но чудом выжил. А в 1919 году он заказал тряпичную куклу, очень похожую на Альму, приобрел для нее одежду, вплоть до нижнего белья, и постоянно ходил с ней на все светские мероприятия. Сидел в театральной ложе с этой куклой, кормил ее с ложечки и вел пространные беседы. Но постепенно ему все это надоело, и однажды он ее уничтожил, что наверняка было только во благо для психического здоровья художника. Впоследствии он женился на другой женщине и поддерживал отношения с ней более 40 лет. Любовь та была тихой и умиротворяющей. Возможно, потому он и прожил так долго – 94 года. Это любовь. Американский художник Эндрю Уайт написал целую серию портретов под общим заголовком «Хельга». Это была прусская девушка, жившая неподалеку и позировавшая на протяжении 15 лет для художника. Эндрю рисовал ее одетой и обнаженной, она была его музой и источником вдохновения. Вот только сам Уайт был женат. Правда, отношения с женой Бетси у него были далеко не лучшие. По сути дела, она превратилась в его менеджера. Договаривалась с потенциальными покупателями и организовывала выставки. А Уайт целиком ушел в живопись, целые дни проводил за написанием картин, чтобы Бетси было что продавать и выставлять. В какой-то момент, по признанию самого художника, он превратился в машину для зарабатывания денег. И в этот момент в его жизни появилась Хельга. Про их отношения уже знали все, а Бетси говорила журналистам: «Это любовь».
Но спустя 15 лет Хельга уже перестала вдохновлять Уайта, может, ее красота потускнела, а может, они просто надоели друг другу. Отношения без брака, как хотел сам Уайт, по его словам, художник никогда не должен жениться, все же закончились депрессией Хельги. Эндрю периодически жил с ней, оплатил ее лечение в одной из лучших клиник, но все это уже были попытки сделать хорошую мину при плохой игре. Да и сам Эндрю стал вдохновляться новыми натурщицами помоложе и покрасивее. Его друзья говорили: Эндрю отлично умеет сходиться с людьми, испытывает к ним привязанность, но никогда любовь. Возможно, единственной любовью Эндрю Уайта была живопись, а все остальное лишь приложение к ней. Нехорошие слухи. Известность и славу русский художник Орест Кипренский получил быстро. Вскоре о нем заговорили как о блестящем портретисте, хотя он лично всегда хотел создавать исторические картины. Но он был очень завистливым, завидовал Рафаэлю, тому, что никогда не сможет достичь его уровня мастерства, а также своим более известным и удачливым современникам. Постепенно популярность его сходила на нет, а сам Кипренский начал злоупотреблять спиртным. А потом произошел случай, бросивший тень на репутацию художника и дающий повод подозревать его в страшном преступлении. В 1823 году, после возвращения Кипренского в Россию, поползли нехорошие слухи. Согласно им, в мастерской художника нашли тело натурщицы, которую завернули в холст, облили керосином и сожгли. Возможно, оно сгорело не полностью и следы преступления скрыть не удалось. Кипренский во всем обвинял слугу. Прямых доказательств его вины не было, потому его и не осудили. Но тем не менее, нет никаких свидетельств о безусловной невинности Кипренского. А что там произошло на самом деле, так и осталось тайной. Говорят, что убитая была его сожительницей, что подливало масло в огонь и давало повода для всевозможных предположений. Кстати, у нее осталась 10-летняя дочь, на которой Кипренский позднее, как она выросла, женился. Вот только прожил он с ней недолго, спустя несколько лет Кипренского не стало. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Лайк и комментарий – отличный способ поддержать канал и автора.